Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что ждете нашей встречи с Пламеном Пасковым. Он на связи. Пламен, приветствую вас. Приветствую вас и вашу большую, сильно растревоженную уже осеннюю аудиторию, потому что, похоже, у нас ситуация идет не к умиротворению, а к ужесточению военных действий, причем не только в нашем регионе. Но об этом подробнее, наверное, в рамках нашего с вами разговора. Да, друзья, всем большое спасибо, что ставите лайк, подписывайтесь, пожалуйста, не забывайте. Пожалуй, начнем. Начнем с Генассамблеи, которая пройдет под знаком Палестины. И вы знаете, вот здесь, наверное, самая большая интрига, так что же решит мир? Страны друг за дружкой признают Палестину. Но делают это в тот момент, когда там уже бульдозеры израильские все сносят, и, собственно, население выдавлено, и, в общем, от Газы практически ничего не осталось. Так а что такое Палестина, Пламен? Это может быть самый главный вопрос, потому что если смотреть на Палестину 20 какого-то года, когда это было вообще-то британской территорией, и даже если посмотреть на 47-48 год, это территория, которая охватывает нынешний Газа, нынешний Израиль, нынешний западный берег реки Иордан. И, что удивительно, согласно вот этой там декларации Балфура и согласно вот этим документам, по сути, Палестина была большей части тогда называемой Трансиордании. То есть, если кого-то можно действительно винить в том, что отнял земли так называемым сегодняшним палестинцам, которые арабы арабами не считают, которые по-арабски говорят, но которые являются палестинцами ровно настолько, насколько израильтяне, то самый большой вор, самое большое количество земель – это Иордания. Сегодняшняя Иордания, которая тогда была частью большой Трансиордании. Что такое Палестина? Это действительно сложный вопрос, потому что, еще раз хочу напомнить, в интернете легко можете найти паспорт Голда Меир, премьер-министр, соответственно, Израиля, и не только ее паспорт. Все тогда израильские паспорта были там с названием Палестина, и так оно и было, де-факто. И когда слышишь сейчас, например, слова вот этих пропалестинских, либо, прямо скажем, палестинских представителей и активистов, которые говорят, что нам нужны границы, по-моему, 1967 года, я не знаю, эти ребята, как дружат они с географией, там, с историей и так далее, но если все-таки порыться и открыть карты 1967 года, то оказывается, что уж, извините, Палестина как раз большая часть на Трансиордании, то, что государство Израиль тогда само себе сделало, то, Газа тогда было даже египетской, западный берег реки Иордан был совершенно другим, не палестинским точно. То есть, если они сегодня хотят вот эти границы, то такого государства вообще-то сделать физически невозможно, потому что непонятно, где оно вообще будет. Мир знает такие сложные случаи, когда, например, кого-то где-то вернее, это такой единственный случай. Обычно какой-то народ отвоевывает какую-то территорию, которую называет своим государством. Долгое время это никто не признает. И только после определенного, скажем так, длинного, мучительного, дорогостоящего пройденного пути получается уже какое-то международное признание. Например, вот такой пример, простите за тавтологию, живой пример. Вчера был один из национальных праздников Болгарии. Почему? Потому что в 1908 году тогда в Болгарии был манифест, который с поддержкой русского императора Николая II в старой средневековой столице Великую Тырнову собрались тогдашние вообще-то первые лица государства болгарского, вернее, тогда они стали государством, и провозгласили независимость Болгарии. Независимость от кого? Независимость, во-первых, от Османской империи, во-вторых, независимость от так называемого трибутарного княжества. Кто был первым, который это признал? Признали, правда, 6 месяцев спустя, в апреле 1909 года. Но кто был первым? Первым был российский император Николай II, который, кстати, параллельно с этим заставил султана Абдулла-Меджида II тоже признать. И только после этих первых двух, которые признали государство Болгарии, тогда все остальные стали признавать Болгарию, причем признали монарха, то бишь корону болгарскую, потому что из князя он стал царем, то бишь Фердинанд тогда. Почему я это рассказывал? Потому что Болгария появилась на карте какой-то Европы в 1878 году, после 12-й по счету русско-турецкой войны, и с 1878 год до 1908 год, ровно 30 лет,
Болгария, которая сначала была очерчена в своих естественных границах царем императором Александром II, царем-освободителем, а потом 6 месяцев спустя Берлинский договор, то бишь тогдашняя объединенная Европа, объединенная НАТО, скукожила в треть из своих территорий. Потом были вообще-то и другие бурные события. И часть Болгарии была опять под султаном, другая часть была трибутарным княжеством, то есть вроде бы как-то не под султаном, но все равно недостаточно самостоятельно, имела право только на князя. 30 лет территория была уже отвоевана, а признания короны не было. И это, конечно, не единственный пример. Я почему его даю? Не потому, что он ближе мне к сердцу и ближе к вчерашнему числу, а потому, что это классический естественный путь признания государств. Сейчас вот эти ребята собрались там и признали то, чего не отвоевано. Границей нет, столицей нет, народа нет, органов власти нет, институций государственной нет. Вообще ничего нет, черта что, кроме одна такая юридическая претензия. И причем претензии такие, что даже те, которые говорят, признайте нам наше государство, указывают на какой-то год ориентировочно, когда это вообще физически там не существует. Когда эти территории называются Иордания, Египет, там другие, третьи, четвертые. Где и что вы хотите, ребят? То есть, на самом деле, те, которые сейчас возрождают вот эту тематику, особенно Португалия, Великобритания и Австралия, вместе, естественно, с Великобританией, ну, Канада, Великобритания и Австралия вместе с Португалией, так, чтобы список был полный. Ну, знаете, мне производит впечатление, что в Канаде самая большая общность, самое большое количество представителей мусульманских братьев, то бишь головорезов. Те, которые резали человеческие головы в Сирии просто так на конвейер, с садистическим, скажем так, удовольствием, фильмируя это на камере самого высокого разрешения голливудского, что называется, качества пошиба и сценарного подхода, которые грызли человеческое сердце убиенного сирийского солдата, представитель той же самой, скажем так, когорты, и тоже фильмировал, тоже демонстрировал на весь мир, то бишь каннибализм он там демонстрировал. И вот эти ребята, они самые размноженные или самые десантировавшие, скажем так, на территории Канады. И у Канады уже есть, мягко говоря, достаточно большая община, которая в качестве критической массы своей оказывает политическое давление, потому что, ну, видите, у нас много мусульман, вы хотите политически, чтобы у вас была стабильность, тогда лучше, конечно, послушайте, Ну, что эти смотрите, мусульмане я хотят. вот хочу вас все-таки прервать на этом месте, потому что, извините, кажется, тема Палестины, она гораздо глубже и шире. Вот Так и не есть. только в контексте, скажем так, моды, которую там подхватили левоглобалисты, Сорос и вся остальная история. Это сейчас очень красивое оружие против Трампа. Очень красивое. Эпизод. Едет кортеж Макрона, Генассамблея, Нью-Йорк, перекрывают дорогу и останавливают его кортеж. Перепутали. Они там Трампа хотели остановить. Вышел Макрон, порисовался перед камерами, типа он позвонил Трампу, говорит, освободите дорогу. Ну, шутка такая, понимаете? На самом деле шутка заключается в том, что, ну вот, например, на западном полушарии две страны не признали Палестину. Это Панама и США. Все остальные страны так или иначе признают это государство. Весь условный, ну, скажем, там, мусульманский и так далее, ну, вот этот мир, да, то есть глобальный юг, тоже как бы признает это все. Здесь очень яркий инструмент, как гегемона в лице Трампа ставят на место. Ну, понятное дело, вот эти все митинги, вот эти протесты, вот этот весь флер, да, вот эта мода на палестинский флаг, вот это все, конечно, ну, как это, entertainment, ну, как бы шоу вокруг этого. По сути же, мы сталкиваемся с такой циничной историей, когда в истории планеты Земля берут народ, уничтожают его. Вы же заметили, что в этом всем плевать на этих людей. Ну, плевать. Когда уже равнять бульдозерами надо газу, тогда они тут взялись, давай признавать. И все такие, Урсула фон дер Ляйен, которая поддержала Израиль в самом начале, сейчас выходит на Генассамблею и говорит, мы дадим деньги на восстановление газа, доноров. Короче, план какой? Значит, демилитаризованная некая Палестина, да, без Хамас, в которую вкладывают деньги всем миром. И Трамп тоже, в принципе, за это. Но тут очень серьезная проблема с Нетаньяху, которому не нравятся пункты и как бы вот эти все идеи по тому, что будет из себя представлять Газа.
Он за это, но без государства Палестина. Но за это, в принципе, весь мир объединился вот за это. Но получается, что целый народ, да, которых там бомбили, крошили, выгоняли, морили голодом, становится просто поводом, чтобы немножко подразнить уставшего гегемона. Тот же самый Нетаньяху, который не любимец многих израильтян, многих это означает действительно десятки процентов израильского общества его не одобряют, и который категорически решительно не является моим вообще-то героем, в силу массу причин, которые сейчас подробно разливаться не буду. В 2009 году, то бишь 4 года спустя, после того, как Хамас выиграл демократическими выборами власти в Газе, и за это время успешно вырезали абсолютно все, которые с ними были не согласны, преимущественно Фатх или Фатах, это смотря какое произношение, то бишь организации освобождения Палестины, которая на западном берегу реки Иордан обладала вот этой же политической властью. Кстати, Хамас выиграли власть 70 с чем-то разгромными процентами, но это означает, что 20 с чем-то, почти 30% были с ними не согласны, и этих 20 с чем-то, почти 30% они благополучно вырезали, не переубедили, благим словом, понимаете, или и правильной политикой, просто вырезали напросто, чтобы, шире стало, они там вообще-то люди ненужные. Причем свои, это не израильтяне, им помогали, израильтяне свое войско туда вывели. Так вот, 2009 год, тот же самый не очень симпатичный Нетаньяху, спора нет, он предлагал им тогда: слушайте, давайте забудем все плохое, все это самое, 4 года, как мы уже оставили вас в покое, давайте действительно решать все вопросы и построим какой-то нормальный мир между израильтянами и вами, так называемыми палестинцами, и давайте строить ваше государство. Что вы хотите? Давайте, мы готовы это рассмотреть. Убираем все плохое в сторону. Тот же самый Нетаньяху, не Шимон Перес, не Ицхак Рабин, который там тоже израильтяне, экстремисты там за это убивали одного из них. И они тогда выдвинули список интересных предложений, практически все не исполнили, какого-то морального, шумного оправдания за действия свои, которые имеют совершенно другой характер, который мы хорошо увидели 7 октября 2023 года, потому что все плохое для них началось именно после 7 октября 2023 года, не до этого. До этого Израиль им давал воду, давал им бесплатное электричество, пропускал гуманитарные грузы, обеспечивал массу чем там другим и оставил их в покое, и даже вывез насильно всех израильтян, поселенцев, которые купили эти дома, строили там свой бизнес, вообще-то имели свою форму существования в качестве меньшинства там в Газе, они их насильно вывезли для того, чтобы деиудеизация Газы была достаточно такой полноценной, что называется. Вы хотели вашу власть, вот мы вам, хотя мы сильнее вас, сильно больше, обеспечиваем эту вашу власть вот туда. И туда сливаются деньги Катара, Турции, Саудовской Аравии, Европейского Союза, Великобритании, много чего. И теперь они сейчас собрались и дружно говорят: ой, геноцид страшный. Во-первых, все данные о том, сколько там убийных, источник один – Хамас. Сколько детей там погибло, источник один – Хамас. Сколько других людей там погибло, источник один – Хамас. Где что бомбили, источник – Хамас. Потом берут Reuters, потом берут все остальные, потом берут ООН, потом берут все остальные, и они говорят уже на официальном уровне: вот у нас декларация, вот у нас исследование, расследование, Албанезе, что называется, независимое это такое с кавычками, причем иронически, сардонически, что называется, и мы говорим, что там 680 тысяч трупов. Эти трупы никто никогда никак не считал. Если чисто так математически определенные расчеты сделать и посмотреть на территорию, на период военных действий, на всего остального, это не может не быть видно любым образом. Что с сателлита, что если хотите, это вонять будет страшно. И до Тель-Авива будет чувствоваться. Никакого подобного количества, кроме как, скажем так, в фантазиях Хамаса нет. Если убиенных людей есть, наверное, их много
очень более чем уверены, что их много. Но вот эти цифры, которые замахиваются чуть ли не на более 20 с чем-то, 30% всего теоретического населения Газа. И, кстати, там тоже Хамас врет. Никакие 2,5 миллиона не было. По всем другим расчетам, естественным, нормальным, которые аккуратненько делаются, где, сколько, как проживает, какой тип застройки, какой процент площади застроенной и так далее, сколько человек там могут жить, это от 800 с небольшим до 900 тысяч было население Газы к моменту 23 сентября 2020, то есть 7 октября 2023 года, простите. То есть мы сейчас оперируем вот всеми этими данными, которые взываются только к одному, к нашим эмоциям, к нашей лирике, к нашим слезам и соплям. Мы должны сострадать, мы не должны проверять, мы не должны, скажем так, разбираться, кто, где, как, что. Мы должны просто сострадать и на базе этого сострадания кидаться деньгами, размахиваться декларациями, признавать какие-то государства, которые, еще раз, в отличие от всех... Слушайте, почему не те же самые страны, в том числе и вся Латинская Америка, которую вы перечислили за этим небольшим исключением. Почему они не признают государство Республика Китай, остров Формоза, который мы называем Тайвань? Почему у этого государства есть институты, есть истории, есть демократия, есть органы власти, есть все признаки совершенно самостоятельно. Более того, остров, то есть ни с кем не контактит, никакие территориальные претензии ни у кого там нет. Ну, разве что у Республики Китай есть претензии на Большой Китай, потому что считают, что они там какие-то незаконные. Ну, соответственно, полная симметрия. Пекин тоже считает остров Формоза, что должен быть частью нормального настоящего Китая, потому что это вообще безобразие какое-то и нонсенс какой-то. То есть, за исключением вот этой там симметрии, которая у них полная взаимность, что называется, других претензий у других государств на вот это островное государство нет. Оно не признано. Вернее, оно признано Ватиканом и еще 4-5 странами мира. Республика Китай не признана всеми, где все работает именно как государство. Договора заключаются, есть кого, знамя, флаг, герб, гимн, все там выбирается, все там работает, и этого не признано. А там, где ничего нет, ни границы, ни органы власти, ну, формально там какая-то, не знаю, столица Рамалла, где какое-то там правительство там Абу Хамаза, что называется, и все. Бюджеты откуда? Экономика откуда? Границы где? Вообще-то все остальные органы власти и институции где? Какие? Что? Если израильские войска оттуда выйдут, там останется 3,5 миллиона населения, ну, условно-арабского или условно-палестинского. Туда прибегут вот эти хамасовцы из Газа и не только из Газа, потому что мусульманские братья в многих еще местах, Турция их тоже складирует, и вырежут все, которые Фатх. И останутся только те, которые Хамас. Они это прекрасно знают, поэтому они устраивают периодически определенные острые ощущения и еврейским поселенцам, и израильские войски там Цахал. Но, в общем, если провести референдум, они не хотят, чтобы израильские войска оттуда уходили, потому что их тоже не будет. Вернее, они должны поменять свои политические убеждения быстро, оперативно, категорически и решительно. В противном случае просто их не будет. Вот такая специфическая демократия тоже там. Где границы этого палестинского государства? На базе чего? Если брать вот эту резолюцию, там в этой резолюции указана Трансиордания. То бишь здесь Иордания должна распрощаться немаленькой частью своей территории, которую никто как-то не оспаривает, никто как-то не обсуждает, никто не говорит, что израильтяне забрали вот эти земли, а Иордания, ничего, там все нормально. Почему? Потому что демографический, этнический и религиозный состав Европы и все те страны, которые сейчас голосуют, сильно поменялся за последние 20 с чем-то лет, процентов 30-40 и больше. И это уже политический фактор. Это уже политическое решение, то есть это политическая слабость административных руководств этих стран, которые должны считаться с этим агрессивным, молодым, неработающим, с очень многим свободным временем населения. Население, которое не хочет интегрироваться и готово не просто выходить на улицы, а громить эти улицы. И Франция это показывает и доказывает с 2015 года, 10 лет как уже, постоянно. И сейчас та же самая Франция, которая раньше владела, ну, скажем так, 40 с чем-то процентов всей Африки, естественно, в первую очередь Северной Африки, она имеет очень сильно обтянутые отношения на военном уровне с Алжиром. Если кто-то думает, что Алжир это просто по размерам примерно как Ливия, наверное, и по количеству населения, Ливия 3 миллиона, а Алжир 40 миллионов. То есть смотрится вроде бы вот так,
А на самом деле разница в 12-15 раз по количеству населения и не только по населению. И когда 50-60 миллионная Франция, ну 60, пусть будет 60-миллионная Франция, сейчас уже на грани, ну там отношения примерно такие же, как у Греции с Турцией. Они вроде бы и там союзники в НАТО, но пострелять и вообще-то вызывать, и вообще-то оскаливать зубы друг другу всегда гораздо и много раз в году. Они готовы, что называется. У Алжира, у Франции такие же. А в Франции не менее 20% населения чисто алжирского, даже не арабского, а алжирского происхождения. И что делать с этим? Как не соглашаться с палестинским государством? Ну, сам Бог велел, что он Смотрите, называет. по поводу Турции Эрдоган говорит, что Хамас это скорее сопротивление, нежели там террористы и так далее. Понятно, почему он это говорит. Понятно, что Турция поддерживает конкретно и Палестину, и против Израиля в этом всем. Но опять-таки вербально, да, хотя там самолетом вроде не разрешают летать на территорию Турции. Ну и такие какие-то очень острые заявления, все побольше смахивающие на жесткую дипломатию. Fox News Эрдоган также заявил, что мира в Украине в ближайшее время не будет. А Reuters выпускает материал, который говорит о том, что чудес от общения, выступления Зеленского на Генассамблее и общения с Трампом ждать не приходится. Все примерно даже понимают, чего туда поехал Зеленский и что ему надо. Санкции, деньги, оружие, все понятно. Но вместе с этим, параллельно, я бы хотел, чтобы вы прокомментировали очень интересные такие события, которые вот как бы вот они, что ли, фон создают для выступления Зеленского в Генассамблее и встречи с Трампом. Значит, ну, во-первых, вчера и сегодня Подмосковье, ну, вчера прям Москва, центр города, летели дроны, их сбивали. Картинка соответствующая. Но кроме дронов по Москве, мы увидели какие-то странные дроны над Данией, Швецией, Норвегией. Ё-моё, вот это да! То есть вы же видите, вот как-то странно, все переполошились, все, собственно... Но потом как-то пресса написала, каких-то даже 2 сингапурских граждан задержали, мол, это они запустили. Значит, тот ящик Пандоры, который был открыт с операцией «Паутина» украинская на российской территории, сейчас такое ощущение, что можно в это все играть вдвоем. Ну, или втроем, или вчетвером, или впятером. То есть вообще непонятно. Кто-то запустил какие-то дроны над Копенгагеном. Датчане говорят, ой, так они исчезли. Были-были, и не стало их, представляете? Но тут же параллельным образом, для тех, кто умеет немножко анализировать и смотреть, что вообще происходит, Дания же заводы открывает для Украины. Это первая страна, которая открывает заводы дронов для Украины. Тут раз какие-то дроны летают над Копенгагеном. И все задаются вопросом, так а что это? Как бы молча, взглядом указывая в сторону России. Как вы думаете, чьих это рук дело? И кто подначивает войну России и Украины сейчас? Маленький принц Антуан де Сент-Экзюпери. Если звезды светятся, значит кому-то надо. Ну, я скажу в духе ответа на ваш вопрос. Если дроны летают, значит это кому-то надо. А надо ли это России? Я думаю, вряд ли. Вряд ли. Если России что-то надо, это выглядит примерно вот так. Там МиГ-31, которые действительно там похулиганили. Я думаю, это совершенно целенаправленно, это вообще не случайно, и это указывает на что-то другое. Если еще раз вспомним те страны, которые вы только что перечислили, и посмотрим на Google карты, ну, из-за неимения учебника географии, мы увидим, что это каким-то образом надвисает над чем? Ну, не только над Балтийским морем, а над Калининградом. А Калининград уже обеспечивается определенная такая, не только логистическая, скажем так, изоляция, блокада, ну, вот так, ну, что это... А Калининград имеет большую сверхзначимость и сверхважность для России, как, скажем так, с репутационной точки зрения, так и чисто с военно-стратегической, потому что это уже плечо доступа практически ко всем европейским столицам на 5, 7, 11 минут, что называется, полета уважающих себе Искандеров, не будем говорить о Тополе и других там подобных таких изобретений военно-промышленного комплекса. Ну, примерно вот так. Ага. А для того, чтобы спасти Калининград и сохранить его, как это можно сделать? Ну, очевидно, уже морем сделать это
во-первых, невозможно. А во-вторых, в этом признаться сложно, но тогда у нас остается только сухопутным образом. А как это сухопутным образом? Ну да, Республика Беларусь, можно сказать, почти союзное государство. А между Республикой Беларусь и Калининградом что стоит? Ага, Литва. Слушайте, Литва. А там есть какой-то коридор времен там, Второй мировой войны, там под названием Сувалский коридор. Почему он называют Сувалский? А там Сувалки. А я Сувалки проезжал 30-40 раз, кстати, на машине своей. И это место, ну, скажем так, оно мне неплохо знакомо. Значит, надо прогрызать Сувалский коридор. Хорошо, а можно ли вести одновременно военные действия в сторону Литвы? Ну, там, где Литва, там и Латвия, потому что иначе Клайпеду ты не возьмешь. Если Клайпеду не возьмешь, то, соответственно, у тебя с этой защитой Калининграда не очень так хорошо, чисто военно-морским образом не получится. Одновременно при этом, воюя на территорию многострадальной Украины в силу там выполнения священного долга СВО. Но если раньше было принято считать, что нельзя вести войну на двух фронтах, то я подозреваю, что в Кремле сейчас идет какой-то интересный замес между двумя концепциями. Во-первых, на Литву и на Латвию нам много не надо, потому что там формальное население по 1,1-1,3 миллиона, де-факто наполовину, потому что там депопуляция, мягко говоря, как будто пылесос там прокатился. Я там тоже проезжал еще раз несколько десятки раз за эти 20 почти неполных лет, которые приезжал на территории России на машине своей. Соответственно, с этой точки зрения там сильно больших воинских подразделений, наверное, не нужны. Да, там есть какие-то натовские, преимущественно американские, может быть, даже и британские, может быть, даже и польские там военные части. И да, их есть. То есть это отрицать сложно и невозможно. Но мы с ними, наверное, будем в состоянии разобраться быстрее и проще, чем с этой протяженностью фронта в 2000 километров, где против нас противостоит под 600-700 тысячное там украинское войско, которое, ну да, не на линии 2000, а на линии там по 4 с чем-то тысяч, там нам на эти там Прибалтийские республики, корпус там 15-20, 50 там с тыловым обеспечением и другим там, наверное, будет достаточно. Мы должны это сделать, в противном случае без Сувалского коридора Калининград уже уплывает. Либо уплывает, либо тонет. Это уже вопрос риторический. Слушайте, а если это нападение на страны НАТО, это как? Это что? Это уже не пункт 4, это уже пункт 5, причем самым что ни на есть категорическим решительным образом. Еще раз открываем устав НАТО, договор, вернее, НАТО, смотрим на этот пункт 5, который всем там страшали и пугали столько десятилетий, и смотрим, что там ничего, там то, что они порешают и могут. Я, знаете, что думаю? Я думаю, что, к сожалению, во-первых, сначала, если Россия это сделает, у нее будет успех от быстрый и ошеломляющий, то есть выполнение задачи в рамках пару недель, до там мучительного, среднего, может, в рамках месяца они это сделают. Но потом, как будет реагировать НАТО? НАТО, то бишь 32 страны, будут вонять и орать и визжать страшным черным матом где-то несколько месяцев, может быть, даже почти год. Но делать отдельно что-то специфическое, категорическое, решительное военным образом не будут в рамках нескольких месяцев. Потом, вернее, за время этого ора они накопят, они поймут, что это уже рубеж, которого, это уже казус белли, который можно смело медийным образом разжигать по всему миру, сделать из этого генеральной, глобальной повесткой эдакого COVID-19, это уже не COVID, а Сувалский коридор, вообще-то ужас, и к 26 году сначала восточноевропейские страны, как мы много раз и в вашей студии в том числе и обсуждали, что у них есть заложенные планы, которые были на второй половине 26 года, а последние 2 недели уже я читал несколько раз по поводу марта 2026 года, восточноевропейские еще раз страны. Польшу накачивают сейчас оружием? Накачивают, еще накачают. Сколько надо накачают? Польшу, именно Польшу. Польшу накачивают, там солдатами. Сказать, что накачивают, это пока что рано, потому что Чехия отправила 100, какое-то другое государство отправило 300 на какое-то обучение там в Польше. Это еще, наверное, рановато. Но там, где 100, там, где 300, там потом батальон, там потом полк, потом армейские подразделения, потом корпус, потом бригада, потом не одна бригада, потом дивизия. Ага. За это, конечно, потребуется некоторое время. Это время ора, визга и черного мата, который будет следовать за этим. И после этого
Ну, после этого НАТО действительно будет воевать от первого лица единственного числа своими собственными шевронами, искренне и лично, что называется, против России, как на территории там, Украины, Балтии и так далее и тому подобное, так и до куда там дойдет. И кто будет рад всему этому? Кому это выгодно? Кому это нужно? И самое главное, у кого есть возможности. Слушайте, я считаю, что этот пусковой механизм был запущен тогда, когда Урсула фон дер Лайен летала недавно, месяц назад, наверное, к Трампу и подписала договор, что Европейский Союз будет рад покупать на какие-то 680, что ли, миллиардов евро, что ли, в год или там на какой-то, коротко говоря, вооружаться, закупать у военно-промышленного комплекса США огромное количество вооружений. Как это вооружение, как эти подряды, как компания Raytheon, как компания BlackRock, как другие, скажем так, держатели долей, shareholder, что называется, этого военного промышленного комплекса, будут счастливы и обеспечат долговечность и стабильность и увеличивающиеся объемы вот этих подрядов, заказов и продаж. Но только если это вооружение не просто будет закупаться Европой, будет тратиться в режиме настоящих военных действий, и тогда снаряды заканчиваются, нужны новые снаряды, и тогда самолеты ломаются, нужны новые самолеты, тогда все входит в дело, и тогда оно ломается, потому что война дело такое, прожорливое, ломающее вот эту военную технику, соответственно, нужна новая дополнительная военная техника. Чем не шикарный, во-первых, полигон, во-вторых, рынок, в-третьих, самоувеличивающийся военным образом рынок. Где? В Сувалках полигон и рынок? Ну, это будет прямое продолжение фронта, который сейчас около 2000 километров украинского, и тогда они будут воевать на линии от Калининграда до, там, Прибалтики. Вернее, где и что Россия сможет захватить и контролировать, там они будут воевать. Причем они будут воевать уже, заметьте, пока что так называемая технология Multi-Domain Task Force, не то что доступна, а является технологией единственной только для армейских подразделений США. Это сложная система, которая обеспечивает цельность ведения военных действий в качестве глобальной системы, сателлиты, военно-воздушные силы, военно-морские, сухопутные силы. Все это единым управляемым комплексом, который работает так, что пехота приходит не для того, чтобы воевать, а для того, чтобы удостовериться, что до ее появления все уже уничтожено, и она просто дозащищает то, что не доуничтожено до ее появления. 20-50 километров перед пехотой все должно быть уничтожено. Вот этой большой системы. Это пока что чисто американская. Эта система имеется определенное количество, во-первых, материального оснащения, оно имеется только американцами, имеется некоторое количество учений, их немного, значит, это надо обкатать на деле. Так И обкатывают. Нет, подождите, Пламен. Не запускали, пока не запускали. Обкатывают в Украине. Не, Вот сейчас, подождите, сейчас выходит, вы помните, есть такой Рогозин, когда-то космосом руководил. Дмитрий, да. Выходит и говорит, значит, тупик, война в тупике, в общем, по 20-30 километров. Сейчас, вот, например, сообщают о килл-зоне, зоне смерти в Харьковской области, то есть там 45 на 45 такой квадрат, круг, то есть туда там вообще ничего нет, то есть никто не может проехать, дроны с одной стороны, с другой стороны, все, зона смерти. И мы же видим, когда вот эти дроны, они как бы делают эту руку длиннее и длиннее. И Рогозин говорит, елки-палки, по 4-5 человек, мужиков, таких уже в возрасте, потому что война, мы понимаем, не шибко молодых людей идет. И они вынуждены там продвигаться поочередно, пачками друг за дружкой. Вот так вот, в принципе, и воюются. Нет таких там бронетехники, прорывы, какие-то моменты. Война другая. И, в общем, тупик. Это говорит Рогозин. То, о чем вы говорите, уже сейчас есть в Украине. Но фронт все равно движется, но, в общем-то, проблемы все равно чувствуются. В Украине денег в бюджете нет, около 9 миллиардов не хватает на этот год. Зеленский, понятно, о чем будет говорить с Трампом. Но что в этой ситуации ответит ему Трамп? Трамп для того, чтобы ответить на денежные запросы, должен пообщаться на доверительных тонах с Джеромом Too Late Пауэлл. Too late – это означает слишком поздно, потому что Трамп, хоть и верховный главнокомандующий, хоть и имеется у него PDA, Presidential Drawdown Authority, некоторые фонды,
хоть и у него есть некоторые, ну, в том числе, можно сказать, почти финансовые инструменты, но все эти финансовые инструменты, они должны быть не просто согласованы, они должны быть, ну, скажем так, в подчинении с руководством Федеральной резервной системы, часть из которых назначается президентом и правительством США в сложные достаточно процедуры, поэтому говорить в чистом виде, что это чисто частная структура, либо чисто государственная, либо в какой-то упрощенно смешанный вариант, это сложновато. Сейчас не суть. Суть в том, что 9 миллиардов не хватает, я не помню, это гривен или баксов, если это гривен, это не так уж и страшно, неприятно. Долларов, да. Если это в баксах, это уже чувствительно, да, согласен. Подобные, мягко говоря, дефициты испытывает на себе финансовую нагрузку и Эльвира Сафизадовна Набиуллина, то бишь Центробанк Российской Федерации, которые уже честно устами Силуанова признаются о каком-то дефиците в размере 5 триллионов рубликов, там 2 нуля можно убрать для того, чтобы получить в евриках, что называется, и до конца года будут от 8 до 10, опять же, триллионов, а не миллиардов. То есть ситуация недостаточно веселая с финансовой точки зрения ни для руководства Кремля, ни для руководства банков. Это коню понятно. Однако, кому хорошо, когда им так финансово плохо, а хорошо, естественно, Международному валютному фонду, Мировому банку, Всемирной торговой организации, Федеральной резервной системы географически в США и другим операторам, которые заботятся о глобалистической финансовой повестке, которые, ну, там конспирология любит называть их банкстерами. Я в том числе готов называть их банкстерами, хотя я не большой сторонник вот этой нездоровой конспирологии. Поэтому то, что и определенные проблемы есть, 9 миллиардов, честно говоря, до Дональда Трампа обеспечить, это, ну, это не проблема. Это не проблема. Он легко оперирует и глаголит какие-то суммы, которые никогда не были. То есть 350 миллиардов, это никогда не было. Общий объем действительных сумм плюс действительные военной помощи несколько месяцев назад измерялся 68 или 72, я уже подзабыл, настоящих миллиардов баксов. Ну да, там запланированные, там желаются, там уже есть в календарном плане до 112 или 125 эти суммы немножко у меня уплывают, но никаких 350 миллиардов не было. И когда мы смотрим на вот эти настоящие суммы, понимаем, что 9 миллиардов – это не тот невозможный рубеж, который Трамп не может выделить Зеленскому. Вопрос в том, Ну, не выделяет же, подождите. Ну, вот вы... 500 миллионов выделил, первые 500 миллионов выделил. Ну, вы сравните 500 миллионов и 9 миллиардов. Это первое. Это первое. Опять-таки, выделил. Хорошо, выделил. Отлично. Но он же говорит, НАТО, Европа, покупайте у меня оружие и отправляйте в Украину. Не вопрос. Но сам он деньги на Украину не дает. Да. Он и эти 500 миллионов не дал в виде денег. Эти 500 миллионов они оценили свое военное добро, которое отправили. И опять же, вы совершенно правильно и важно то, что вы сделали, уточнили, что уже прямиком США туда не хотят ничего отправлять, а хотят, чтобы именно Европейский Союз закабаливался, закупался. Пусть отправляют или отдают, или либо продают Украине, это их дела. Пусть вооружаются и воюют сами, это тоже их дела. Как закончилась Вторая мировая война? Планом Маршалла для Европы. Как закончилась Вторая мировая война для Юго-Восточной Азии? Планом Маккартера. Чем они отличались? Они отличались только фамилиями этих генералов и географией применения. Инструмент уже готов. Инструмент уже готов. Правда, вы, наверное, пропустили, что не вчера, так позавчера Трамп в своей сетке Truth Social еще одну бомбочку там нам запустил, что с Афганистаном дела такие, что если Афганистан нам не вернут вот эту базу Баграм, ну, мы им не то, что покажем Кузькину мать, это, естественно, авторское право единственное только Никиты Сергеевича Хрущева. Ну, что-то плохое. Это вообще какой-то цирк. Ну, ну куда? Согласен. Ну какая база? Какая база? Куда? Кто? Американцы вернутся в Афганистан. Послушайте, мне кажется, что это такой цыганский гипноз Трампа. Он там машет руками, рассказывает, как дети болеют. Кстати, в прямом смысле этого слова. Он занялся аутизмом. Объявил движение антифа террористическим. То есть это все цыганский гипноз на самом деле с точки зрения там, тех вопросов, которые там, нас волнуют, там, как Украина, там, да, Ближний Восток. Это все так, это все суть в другом. Денег не будет. Да? Деньги он хочет не давать, а получать с вот этого всего. В этом главное отличие. Смотрите, в таком случае
Тогда давайте поймем, а кто тогда играет? Ну вот Урсула, которая должна взять на обеспечение Украину, говорит, я построю эти, ну, доноров соберу, отстрою газу. Нет, ну, понятное дело, что на Ближнем Востоке тоже и на восстановлении тоже неплохо зарабатывать гешефты, как и на войне. Как на войне вы рассказали выше, как на мире, на восстановлении. Я надеюсь, Украина скоро там как-то это почувствует, все-таки война закончится. Понимаете, какая странная вещь? Понятно, что они промывают деньги, прокручивают, передают. Сильно Сирию отстроили. Ну вот что сейчас в Сирии? А как принимали и принимают дальше? И вот этот президент, который Джулани, за голову которого давали деньги, ничего, нормально на Генассамблею едет в 10 качестве... миллионов. 10 миллионов давали за его голову. 10 миллионов. То есть, понимаете, в чем дело? А что делает сейчас, например, там, Мадуро? Он пишет письмо Трампу. Письмо пишет. Пресс-служба говорит, мы видели это письмо, ну, там много лжи, поэтому мы не меняем свою позицию. Все, Мадуро отвергли. Хамас пишет Трампу письмо. Письмо. Давай, заложники, там, 60 дней перемирия, хватит. Ноль реакции. У Трампа своя очень циничная, прагматичная игра. Я просто боюсь, что как с Палестиной, с вот этим всем признанием, с чего мы начинали, будет с Украиной. Потому что, ну, как бы, некому вступиться. Что вы думаете по поводу палестинского сценария для Украины? И как вы считаете, Пламен, то, что сейчас раскручивается в Молдове, там выборы парламентские, 74 человека они приняли, там показывают облавы, в общем, все, пророссийский элемент искореняют, вот так это все декларируется. Вчера Санду вышла, сказала, ой-ой-ой, значит, Россия планирует захватить власть в Молдове и идти войной на Одессу, ну, как бы, да, единым фронтом, повторив слова Арестовича недельной давности. Ну, то есть они схватились за это и крутят политически. Но сегодня выходит СВР российская, говорит, абсолютное зеркало дает. Говорит, в Румынии там стоят войска, все уже готовы, французы, британцы, румыны. Короче, Европа хочет оккупировать Молдову. Так кто кого оккупирует, Пламен? Вор всегда кричит громче всех «держите вора». Так что действительно, кто кого оккупирует, это, наверное, главный и самый интересный вопрос. А те параллели, которые вы провели между Палестиной и Украиной, и кому вообще-то есть дело до того, о чем они шумят, у вас классная передача «Шум», так что здесь небольшая отсылка по поводу шума. Они шумят. Это и информационно-дезинформационный, и преимущественно дезинформационный именно шум, то, что они производят. А вопрос Газы на самом деле архиважный, потому что я не устану повторять то, что действительно является большим залогом. Во-первых, Израиль поставил уже на 10 с чем-то миллиардов баксов газа Египту, и заключили договор еще на 35 миллиардов в рамках года продажи того же самого газа, опять же, Египту. Слушайте, где в Израиле нашлось такое количество газа, может, нефти? Да, есть там пару-тройку скважин, но они на самом деле достаточно такие немасштабные и не того объема. А там же Левиафан, то бишь Левантийское газовое месторождение Тамар, Афродита, которое напротив Газы, и там рядом еще одно, забыл название. То есть, коротко говоря, там разведанное месторождение находится все больше и больше, и вот эти 3,42 триллиона кубометра газа, которые были разведаны, опубликованы в 2018 и 2019 год, я уже, конечно, могу ошибаться, они постоянно там все больше и больше. То есть тот, кто будет владеть и иметь право доступа там, это залог такой, что не то, что Трамп, не то, что Нетаньяху, не то, что неважно какой там Кир Стармер, все будут туда вообще-то готовы убить всех других для того, чтобы контролировать или иметь побольшей доли из всего этого. Так что Газа, и не только Газа, но и Ливан, и Иордания, дня или 3 дня назад, это, да, 4 дня назад, новый министр иностранных дел Сирии, что бы это ни означало, приехал в Америку не только для переговоров с Израилем, но и для переговоров с
Ну, естественно, с Международным валютным фондом и с Мировым банком, потому что государство, которое находится в таком состоянии, либо страна, это уже не государство, которое находится в таком состоянии, Турция тоже, ну да, воюет, они зубастые, они серьезные, они такие, но с финансовой точки зрения у них, мягко говоря, тоже не ахти положение. И вот он приезжает тоже договариваться, то есть идет на поклон. Идет на поклон не к Трампу, а идет на поклон к Международному валютному фонду и к Мировому банку. А куда же им деваться? Так что на ваш вопрос по поводу Молдовы, но это Майя Санду у нас на глазах превращается, как было в 80-е годы, вы, наверное, не смотрели, маленькие, наверное, были, либо совсем ребенком, а был такой фильм «Гремлины». Вот такие пушистые, милые, прекрасные такие создания, и не дай бог им вообще-то водичкой там обрызгаться, либо там сладкое чем-то наесть, у них зубы вообще-то, они зверями потом становились, причем на глазах, и внешне, и не только по поведению, что называется. Вот у Майя Санду, которая на фотографии выглядела какой-то там вообще-то приличной милашкой там женщиной зрелого возраста и так далее и тому подобное, и все привыкли считать, что Молдова это такая пасторальная, традиционная, нормальная, добрая, без нервов, без напрягов, без гнева и без всяких этих избытка какой-то там злой энергии. Внезапно она прекращается на какой-то филиал ТЦК, на какой-то филиал банковый, на какой-то филиал 95-го квартала. Они начинают извергать такие политики и такие слова, Ну что... так Зеленский тоже гремлин. Ну, Ну, Гремлин, да? смотрите, какой был милашка, няшечка. Все его пенсионерки любили. Молодой, президент. Наконец-то. Выкинул этих всех, вот этих, которые толстомордые, вот эти всякие там Порошенки, эти все. Новых привел. Смотрите, какие. Из народа, фотографы, там какие-то еще, там всякие коучи, всякие бизнесмены, средние, там, Раду заполнил людьми, которые как бы не были в политике. Красавчик был. Вот какая была надежда. В конце концов, мы имеем сейчас войну, которую никто не понимает, как закончить. Точнее, как, понимают, но... Ну, вы же вспомните, как в этом кино расправлялись с гремлинами. Мгм. Хорошо напомнили это тоже элемент. Ну, к сожалению, ничего веселого здесь нет, потому что аналогия действительно более чем полная. И как дела закончатся для Украины, вы правильно сказали, я даже не буду уточнять. Вопрос единственно в том, когда, потому что вопрос «когда» означает увеличение, либо возможность избежать количества человеческих смертей в промышленном, причем масштабе в промышленном объеме. Э, Я лично считаю, что то, что происходит сейчас на Ближнем Востоке и на многострадальных полях Украины, наверное, сейчас будет период ужесточения, потому что для меня есть достаточно такой... Меня сильно впечатлил один важный разведпризнак. Простите, если вы в ваших каналах уже это обсуждали, но я посмотрел на отставку Козака. Козак – это человек, который единственный, скажем так, не то что огрызался Путину, а который позволял себе публично не соглашаться и говорил ему правду в глазах, и не только ему. Козак – это человек, который карьерную лестницу свою устроил, что называется, вплотную, именно так, как надо, а не как другие, не то что парашютисты, которые катапультом выстреливали из грязи в князи. Козак – это человек, который родился то ли в Черниговской, то ли в Черкасской области, в деревне, то есть он человек достаточно приземленный по происхождению своему, времен Советского Союза, то есть он на территории Украины вообще-то белый свет впервые видел, там рос и, соответственно, потом пошел по всем остальным путям Советского Союза после того, как Советский Союз уже разломали, он оказался, по-моему, в городе Ленинграде, который сейчас называется Санкт-Петербург. Козак – это человек, который отвечал за Украину. Козак – это тот человек, который единственный, когда Путин их спрашивал на федеральное собрание пару-тройку дней до 24 февраля 2022 года, был против. Причем я уверен, что у него был список оснований, не только эмоциональных, не только лирических или этических, или даже идеологических, но и самое, что ни на есть, функциональные. Почему не надо это делать? Я уверен, он это прекрасно знал. И Козак – это тот человек, который сейчас подает отставку, несмотря на пресный такой свежий пример Старовойтова. И я уверен, что он подает эту отставку в момент, когда Кремль уже готовит другой сценарий
развития действий, наверное, он уже в курсе, что будет сценарий в сторону Балтии. Ну, там, Литва, Латвия, то, что мы уже обсуждали. Он, наверное, с этим тоже категорически не согласен. И не согласен, еще раз, не с лирической, с идеологической, с гуманитарной, с человеческой точки зрения, чисто с точки зрения человека, который смотрит на эти процессы в масштабе, который в этой кухне варится долгие десятилетия, и который уже, в отличие от других прикремлевских и кремлевских, прекрасно понимает, либо чем это закончится, либо что это будет стоить, чем это будет стоить для всех. И для тех, которые нужно освобождать, и для тех, которые должны быть освободителями. То есть вот этот симптом мне указывает на то, что, наверное, там условный Караганов, условный Переслегин, условный Дугин, условные другие такие гуру, скажем так, идеологии Кремля, там можно еще добавить как минимум 5 имен, сейчас не будем продуктовым позиционированием, что называется, заниматься, они уже убедили военное и политическое руководство Кремля о том, что если бой неизбежен, то лучше сейчас, потому что потом нам придется освобождать, а не спасать Калининград. И там пока что силы небольшие, пока НАТО действительно не готово, а НАТО действительно не готово, НАТО действительно, список применяется, не готовы, не могут и не хотят, пока что. Это именно пока что, потом все это изменится, но это пока что. А вместо того, чтобы ждать еще год или два, пока Калининграда захлопнут, и пока НАТО соберется, и тогда будет цена еще хуже и выше, наверное, они готовят что-то такое. Именно туда. Я даже смотрю, знаете, на количество дронов, которые последние недели вообще-то применяются на территории Украины. Я прекрасно понимаю, что либо они их копят, либо они их специально экономят для какого-то другого удара. Потому что несколько раз они продемонстрировали, что могут спокойно запускать 500, 600, 700 и даже 800 с чем-то дронов в день они спокойно запускали. И это был действительно ужас. А теперь 140 с чем-то, ну там на несколько десятков. Ну, там в пределах до 150. Причем не каждый день. Это указывает на то, что производство, скорее всего, не остановилось. Оно, скорее всего, даже ускоряется, насколько это физически возможно, в Алабуге, не только в Алабуге, вероятно. И это количество дронов им будет нужно на какие-то другие выбранные моменты. Может, на те же самые территории, но на выбранные моменты. И то, что вы процитировали, что там какие-то хулиганы гуляют и летают, и неизвестно они вроде бы какие, вроде бы неизвестно, чьи какие они, мне указывает на то, что сейчас сжимается пружина. Потому что, Александр, я человек в бывшей бытности, ну, как минимум 2,5 года своей, человек военный, офицер, командир зенитной батареи, как-никак, артиллерия маленькая такая. Я прекрасно понимаю, что сейчас как зеленка упадет, как распутиться начнется, дожди уже идут, ну, уже каких-то больших прорывов и каких-то больших действий, кроме как Лиман. Лиман, наверное, единственное место, где все еще бронетанковые там какие-то единицы все еще идут. Остальное вы правильно описали. Маленькие группы от 2 до 5 человек ищут бреши там в системы, в линии, которые не линия, которые запунктированные линии. И в эти же бреши они туда и вгрызаются, и они туда и врываются. А как начнется распутиться и листья упадут, естественно, будет почти невозможно или трудно даже это делать, и тогда наступит время дронов. Только эти дроны, скорее всего, полетят именно в сторону Калининграда, и туда нужно готовиться, копить и войска, и резервы, и все остальное. Мне это такое видится, что до конца года мы увидим именно такую операцию. Если мы ее не увидим до конца года, я думаю, что мы все равно ее увидим, пусть и после конца этого года. Ну и чтобы точку поставить в нашем сегодняшнем разговоре, что вы думаете насчет... Три точки. Ну, в нашем разговоре это точку. Понятно, что мы еще встретимся. Что вы думаете, давая такие прогнозы о перспективах вообще страны под названием Украина? О перспективах воевать. Потому что, понимаете, вот я все прекрасно понимаю. Отставка Козака. Козак занимался Украиной. Ну и что он занимался Украиной? Нет, подождите, давайте объективно смотреть на вещи. Что Козак занимался Украиной? Он был до широкомасштабного вторжения. Он каким-то образом повлиял на это? Нет. Он говорил, я был против. Коммуницировал? Ну, пытался по Минскому процессу. Все в глухом углу.
Все же помнят эту преснопамятную беседу там Ермака и Козака, когда Козак его там строил по-отечески, говорит, нет, давай конкретные пункты, не рамку, а конкретные пункты, потому что все дают пустой сосуд, типа наполняй сам, но сосуд будет вот такой. Не-не-не, у нас будет конкретная жидкость, конкретное наполнение. И это потом просочилось в прессу, это было вот в рамках, ну там, до Большой войны. Имеется в виду, когда пытались расхлебать Минск. Сейчас будет Кириенко, который вплотную занимается внутренней политикой в администрации президента. Они создают там отдельный орган по работе там со странами СНГ и так далее. То есть Козак что ушел? В тюрьму? Нет. Он ушел там, ему там на почетную пенсию Северо-Западный округ. То есть я просто, смотрите, когда говорят, что ушел Козак, а значит мира не будет, простите, мир сейчас зависит от нескольких, ну, скажем так, пунктов, которые написаны в тех же меморандумах. По каждому из них можно найти компромисс, который искать не хотят. Которые говорят, давайте встретимся, давайте пообщаемся, первые лидеры, ну, первые лица, лидеры стран, трехсторонняя встреча. Ну, все уже, это все переживалось, перемешалось, перемелилось в топку. Какие первые лица? Ну, то есть мы видим сейчас, посмотрим, что там они заявят Трамп и Зеленский, очень интересно. Но по сути мы видим продолжение войны, которую хотят все. Потому что рано или поздно там, Украина сломается, Европа сломается. То есть вот эта история с Молдовой, ну, это просто действительно вот там как бы опять повторение Украины в миниатюре своеобразное. Ну, вот просто повторение Украины. Как поломали... Ну, будет смеху, если молдаван не поломают, как украинцев. Там все-таки немножко другой состав населения, нравы, там, они чуть-чуть другие люди, характер немножко другой. И абсолютно не воинственные, кстати. Да, вот они там на стройке могут, виноград могут там торговать, чего-то где-то. Хорошие, добрые, светлые люди, молдаване, они не вояки. Поэтому, простите, то есть все может рухнуть и обрушиться диаметрально противоположным образом. А перспективы того, что там из Молдовы кто-то пойдет на Одессу, да, ну, тоже так себе, тоже пугалки. А у Украины реальные проблемы и с демографией, и с армией, и с деньгами, и со всем остальным. То есть, если мы продолжаем вот это все, вот так, как оно есть, кто сказал, что Украина сильнее станет? Она станет только слабее. А никто не собирается делать Украину сильнее. Все собираются, вернее, все эксплуатируют вот этот военный конфликт на уровне военного полигона, на уровне пробирования новых технологий, на уровне любом, который им нужен и который им выгоден. И никто не собирается Украину жалеть или сокращать количество убиенных людей. Чем дольше и больше, тем меньше людей, которые будут сопротивляться потом извлечению всех этих недр. Обратите внимание еще раз на факт, что 3 недели назад уже, или 2 с чем-то, BlackRock сказали, что они выходят из кандидатуры по поводу поствоенного восстановления Украины. Это не означает, что они не вернутся, когда придет это время для поствоенного восстановления Украины. Это означает, что скоро такого поствоенного не будет, потому что окончания войны не будет, и они будут заниматься другими своими делами, но они не отказываются и от права собственности не только над землями, но и над другими активами на территории Украины. То есть они не отказываются от активов, они отказываются от кандидатуры пока что, ключевое слово пока что, вот так. Россия проиграла, потеряла, я бы даже использовал и более хлесткое слово, возможность действительно, помочь Приднестровью военной силой, пока у нее был Черноморский флот. Пока был Черноморский флот, пока остров Змеиный несколько раз переходил из рук в руки, а пока не был уничтожен крейсер «Москва», они могли бы и там через Белгород-Днестровский, через эти там лиманы ворваться десантом, там усилить, воссоединить и таким образом повлиять на Молдову, и даже, может быть, много чего можно было быть. То есть, если они оказали бы своевременно, быстро, решительно и категорически вот эту поддержку вот этим своим
гражданинам и бойцам в Приднестровье и спасли таким образом и колбасы, вот это большие огромные военные склады, плюс еще пару-тройку ключевых стратегических, прямо скажем, предприятий, которые там есть, то сегодня мы обсуждали бы что-то другое. Хотя вы совершенно правильно обрисовали народ молдаван. Я проезжал через эти края тоже 15-20, если не 30 раз за эти 20 лет, 3-4 раза в году или 2-3 раза минимум оттуда. Да именно поэтому сейчас приготовят соглашение между Украиной и Молдовой. Майя Санду подпишет предварительно, как ей скажут, для того, чтобы на территории Молдовы вот эти украинские подразделения, либо которые отвоевали и хотят немножко передохнуть, либо которые не воевали, им нужно все-таки подключиться, я имею в виду, которые на границе с Белоруссией и так далее и тому подобное, выйдут на территорию Молдовы, будет количественное преимущество на территории Приднестровья, там под 1500 российских военных, значит, если нужно, загонят однократно 6, 7, а то и 10 тысяч, потому что операция будет недолгой, у них там снабжения, тыл вообще никакого нет, поддержки, кроме как по воздуху, это, честно говоря, не сильно изменит ситуацию, нет. Территория такая, что по воздуху сильно не поможешь, потому что там узенькая чушка, там 15-17, 20 с чем-то километров ширины, там не для самолетов вообще-то это дело, немножко для другого рода войск. И если они действительно порешают вопрос с этим российским контингентом, который там на Приднестровье, тоже вполне вероятно до конца этого года, тоже вполне вероятно даже до конца этой осени, потому что там тоже ситуация нагнетается. Вы не на пустом месте это обсуждаете, наверное, не только со мной, но и с другими вашими респондентами, потому что тема действительно становится горячей и горячей, она уже скоро до кипения дойдет и до решения. Кипение – это равно решению. И какое-то решение, какая-то развязка, пусть и такая, которая нам не нравится, кому какая разница, кому что нравится, скорее всего будет. Если Россия не может спасти эти два свои анклава, Калининград и Приднестровье, то придется спасать как минимум одного из них, потому что потерять эти два анклава, это будет не просто репутационное, это будет такое стратегическое поражение, которое даже если фронт не будет двигаться больше никуда и никак, это очень сильно одерзостит даже те колеблевых из НАТО, и они уже подключатся и поймут, что Акела не то, что промахнулся, но Акела и даже Шерхан не такие уж и неуязвимые, раз мы такой двойной удар им нанесли, и они ничего не могли сделать для того, чтобы это профилактировать. Так что эти два вызова, я предполагаю, что в Кремле должны прекрасно понимать, по крайней мере, на уровне Генштаба, потому что там вояки уже опытные, вынужденно опытные. И если они не позаботятся о том, чтобы их сохранить, как минимум, либо пригрызться туда, чтобы их расширить, правда, пригрызться к Приднестровью невозможно. Вот эти реки, лиманы, широкие, я там тоже на своей машине проезжал, если не десятки раз, более 15 раз, это однозначно. Это в условиях военных действий, когда Антоновского моста нет и многих других мостов нет, и вообще-то или не будет очень быстро. Сделать это форсированием реки, захватить сначала Николаев, я себе с трудом представляю, на сегодняшний день, по крайней мере, даже до конца 26 года с трудом себе это представляю, либо захватить Одессу, а это уже операция, ни одного областного центра не было захвачено. Херсон был без боя, и, соответственно, обратно отдали. Ни одного. Значит, нету сил, возможности, понимания и ресурсов для того, чтобы это сделать. И ты не можешь начинать захват вот этих областных центров с двумя из, ладно, Николаев не самый большой, но Одесса – это первые 5 города Украины по размеру и по сложности это, наверное, сложнее Киева, причем сильно. Я, как бывший военный, не скажу, что сейчас владел всеми этими военными технологиями, но мне с трудом это представляется с учетом того, что российского Черноморского флота как такового нет. Это музей в бухте Севастополя. Военно-морской такой музей, там не более чем. Выйти оттуда не могут. Пока Очаков работает, те дроны на Очакове, те британцы, которых там нет, вроде бы в Очакове, пока все это работает, российский Черноморский флот сильно не поможет. Российская авиация тоже какие-то переправы через этих рек и лиманов сделать не может. А как решать? Это не стратегии, там, компьютерные игры, Doom, либо там Age of Empires, эпоха империи и всякое такое. Это не так делается. Это по-другому делается. Другой ценой и другими ресурсами, другими масштабами. Поэтому я думаю, что как минимум один из этих двух анклавов
особенно до конца этого года, пока у России нет других дополнительных больших сил сохранить Приднестровье, наверное, Россия потеряет. Мне так кажется. Пламен Пасков был моим собеседником сегодня. Я благодарю вас за время и мысли. Спасибо вам огромное. Всех благ всем. И братья, сестры, товарищи, дамы и господа, друзья, не друзья, троллы, боты. Выключить, пожалуйста, телевизоры. Не забываем об офицерах, конечно. Включите мозги, и все у вас приложится. Продолжение следует. Будьте с нами. Всего вам доброго. Друзья, берегите себя. Всем добра и света. Увидимся.